Наконец-то в России взялись за автопром. На очереди выход новых моделей УАЗа, вложат 18 миллиардов рублей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Если говорить откровенно, последние 10 лет я был абсолютно уверен, что Ульяновский автозавод доживает последние годы. К нему у меня нет никакой предвзятости, просто факты складываются так, что вывод напрашивается сам собой. Ведь последняя действительно новая модель предприятия вышла на конвейеры еще в далеком 2005 году. Речь, конечно же, о Патриоте. С тех пор тишина. Что касается Буханки и Хантера, то это вообще отдельная история. Таблетка в этом году отмечает 60-летний юбилей и продолжает сходить с конвейера, хотя сама цифра уже звучит почти как анекдот. Да, многие фанаты машины уверяют, что достойной замены ей все равно не появилось. Свою утилитарную функцию она выполняет и по сей день. Но от года к году количество людей, готовых покупать ее, становится все меньше. Хантер и вовсе существует в символических объемах, и статистика продаж это подтверждает. За этот год удалось реализовать всего 8406 новых УАЗов. Это на треть меньше прошлогоднего результата. А если рассмотреть ситуацию помесячно, то картина выглядит еще печальнее. Например, в прошлом месяце предприятие сумело реализовать лишь 1409 автомобилей, что на 40% хуже аналогичного периода прошлого года. Самое неприятное, что УАЗ просел гораздо сильнее всего авторынка, ведь общий спад составил 28%. Сравнение получается удручающим. В масштабах отрасли минус значителен, но на фоне ульяновских показателей выглядит почти терпимо. Возникает закономерный вопрос: насколько бы еще обрушились продажи Патриота и Буханки, если бы их не закупали государственные структуры и муниципальные организации? Вероятно, речь шла бы уже о сотнях машин за полгода. Понятно, что при таких объемах никакой разговор об окупаемости завода просто невозможен. Уже этой осенью многим будет не до шуток, ведь Россию ждет самая мощная волна перемен с 90-х. Однако те, кто смотрит канал Мультипликатор, почти всегда знают, что будет наперед. Еще в 2024 его автор предвидел укрепление рубля, победу Трампа, начало переговоров и ставку ЦБ. А сейчас он понятно объясняет, какие потрясения ждут россиян уже осенью и как подготовиться к ним заранее. Рекомендую посмотреть и подписаться на канал Мультипликатор, ведь предстоящие события коснутся каждого, ссылки в описании. Я был уверен, что еще через 5-7 лет, когда старые модели УАЗа окончательно уйдут в прошлое, предприятие закроют, а его площадки превратят в своеобразный технопарк, где разместят мебельные фабрики или производство канцелярии. Однако последние новости показали, что я ошибался. Группа компаний Solers, владеющая заводом, намерена вложить в модернизацию 18 миллиардов рублей. Для УАЗа это событие действительно исторического масштаба. Никогда прежде предприятие не сталкивалось с такими радикальными переменами. Да, раньше иногда обновляли отдельные участки и оборудование, но теперь речь идет о полном преобразовании завода. Вопрос, который возникает сам собой: какие автомобили появятся после этой модернизации? Очевидно, что Патриот, Хантер и Буханка еще некоторое время будут оставаться в строю, но их эпоха неизбежно подходит к концу. На смену придут новые модели, и уже понятно, что они будут связаны с китайской маркой JAC и будут стоить не 500 тысяч рублей. Китайский автопром поднялся за последние 2 десятилетия во многом благодаря сотрудничеству с мировыми гигантами Volkswagen, Honda, Audi и другими. Европейцы и японцы получали выход на огромный рынок, а китайцы доступ к технологиям, которые успешно внедряли в собственные машины. Сейчас мы движемся по тому же пути, только теперь партнерами выступают китайцы. Если раньше мы учили их, то теперь они учат нас. Подобное сотрудничество заметно и на примере АвтоВАЗа. Кроссовер Lada Azimut, представленный недавно, получил панорамную крышу, вариатор, двухзонный климат,
Без участия китайских инженеров такие решения вряд ли появились бы. УАЗ, судя по всему, пойдет тем же сценарием. Уже в следующем году на конвейере появится крупный внедорожник, который можно смело назвать русским Тахо. Его создадут на базе китайского пикапа Джак Т9, но адаптируют для российских условий. На том же заводе планируют наладить выпуск самих пикапов Джак Т9, для чего вводят в эксплуатацию новый кроссовер. Вместе с этим обновляется и производственная база. Заработала новая линия окраски. В сварочном цехе установили редуктор последнего поколения, а некоторые детали теперь печатают на 3D принтере. С начала года рядом с Патриотами и Хантерами начали сходить с конвейера перелицованные китайские пикапы, которые получили имена Solers ST6 и ST8. Что касается русского Tahoe, он будет оснащен бензиновым мотором на 200 сил, работающим с классическим 8-ступенчатым автоматом. Позже к нему добавят дизельный вариант. Цена по предварительным оценкам составляет около 3,5-4 миллионов рублей. Это дорого для массового сегмента, поэтому логично, что руководству компании стоит задуматься и о более доступных внедорожниках. Пикапы в нашей стране никогда не пользовались особой популярностью, и на них одному долго не протянешь. Поэтому не исключено, что в линейке появятся грузовики малой и средней тоннажности, тоже китайского происхождения, но формально уже российские. Такой сценарий возрождения УАЗа выглядит весьма любопытным. Согласны ли с ним? Одобряете ли китайское участие или же считаете, что лучше выпускать пусть и простую, но полностью отечественную продукцию? Ваше мнение будет интересно услышать в комментариях. Как только российская власть куда-либо вкладывает миллиарды, в России появляется новый миллиардер. А вообще это хреновый сценарий, ибо это не возрождение автопрома, а его добивание. Китайцы свой автопром делали совершенно не так. Они начинали с того, что брали западную или японскую машину, разбирали ее по винтику и тщательно копировали все технологические решения, устройства, материалы. Они создавали свои конструкционные материалы, свои комплектующие, свои двигатели, коробки передач, трансмиссии, подвеску, свою электронику, элементарную базу и так далее. И уже на основе этого фундамента создавали свои машины. Да, на первых порах качество было хуже, но оно было свое. Позже, когда у китайцев появились деньги, они начали действовать более цивилизованно, стали покупать лицензии, на основе которых создавали опять-таки свои машины. До последней гайки и шестеренки. Именно так создавался и ВАЗ. Полной стопроцентной локализации иностранной машины, хотя и весьма посредственной и устаревшей уже тогда. А потом на основе этой платформы ВАЗ создал свою машину, Ниву. Вот и китайцы делают так же. А то, что делается у нас, это отверточная сборка, никакой науки и никаких разработок. И рост цен. Автопрому конец. Ну и обещанная мною шутка. На сухую не те ощущения, сказал асфальтоукладчик в ожидании снега с дождем. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.